Всем привет, это Мысли Мозес. И сегодня я хочу рассказать вам о природе нашей Земли. И перед тем, как начать ролик, я хочу попросить вас подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Ну и начнем. И прежде всего я хотел бы ответить на такие важные вопросы, как: что такое природа? Сколько ей осталось жить? Как мы живем благодаря ней? И как природа нас спасает? Это снова я, и мы начинаем. И начнем с истории нашей природы. История природы Земли является одной из самых увлекательных и захватывающих тем науки. Это история о том, как планета прошла множество изменений на протяжении миллионов лет, и какие силы лежат в основе этих изменений. Одна из самых первых стадий формирования природы Земли – ее образование около 4 миллиардов и 600 миллионов лет назад. По большей части наша планета состоит из камней и металлов, и это сделало ее подходящей для развития жизни. Во время своего формирования Земля столкнулась с несколькими крупными внешними телами, астероидами и кометами. Эти столкновения вызвали сильнейшие вулканические извержения и сотрясения, в результате которых формировался наш планетный ландшафт. Следующий этап формирования природы Земли начался 3,5 миллиарда лет назад, когда начали появляться животные. Это были микроорганизмы, которые жили в воде и использовали солнечный свет для получения энергии. Со временем эти микроорганизмы эволюционировали и разнообразились, превращаясь в более сложные организмы. Период, известный как Докембрийский эон, продолжается около 3 миллиардов лет и считается самым долгим периодом Земли. В течение этого времени произошло множество изменений в климате, ландшафте и видом разнообразия. Крупные океаны и материки начали появляться, а наш планетный каприз продолжал эволюционировать. Одним из ключевых моментов в истории природы Земли было появление видов многочисленных животных на Земле около 500 миллионов лет назад. В это время произошло значительное разделение многоклеточных организмов на разные группы, от ранних морских форм до первых рептилий. Еще одной важной фазой в истории природы Земли был период мезозойской эры, также известный как эра динозавров. В течение этого времени на Земле процветали динозавры, огромные растения и ранние млекопитающие. Однако, около 65 миллионов лет назад произошла массовая гибель динозавров из-за падения огромного астероида на планету. Следующие миллионы лет формирование истории планеты Земли характеризуется эволюцией растений и животных, возникновением млекопитающих и птиц, появление человекоподобных обезьян и в конечном счете расцвет человечества. Все эти события отмечают прогрессивное развитие в жизни на Земле. Основные факторы, определяющие историю природы Земли, это изменение климата, геологические процессы, вулканические извержения, планетарные столкновения и эволюция организмов. Каждый из этих факторов играл и продолжает играть важную роль в формировании и развитии нашей планеты. История природы Земли – это бесконечная и сложная история, которая продолжается и эволюционирует каждый день. Изучение этой истории позволяет нам лучше понять прошлое планеты и прогнозировать ее будущее. Ну а теперь давайте перейдем к плюсам и минусам. И начнем с минусов. Во-первых, природа может быть крайне неустойчивой, и ее неблагоприятные условия могут негативно повлиять на жизнь животных и людей. Наводнения, засухи, ураганы, землетрясения – все эти стихийные бедствия могут привести к гибели множества жизней и деструкции инфраструктуры. Более того, изменения в климате, вызванные природными факторами или антропогенной деятельностью, сегодня становятся все более частыми и серьезными. Это может привести к массовому вымиранию видов, изменению экосистем и угрозе самому существованию многих форм жизни. Природа может быть крайне жесткой и несправедливой. Борьба за выживание является неотъемлемой частью ее законов, и это может привести к множеству внутривидовых столкновений и конфликтов. Существа, не адаптированные к своей среде обитания или живущие в неблагоприятных условиях, могут столкнуться с голодом, болезнями и другими видами страдания. Природа не имеет моральных принципов или этических ограничений, и иногда ее законы могут показаться жестокими и несправедливыми для наблюдающего за этим человека. Кроме того, природа может причинять вред и человеку напрямую. Некоторые вирусы, бактерии и паразиты, существующие в природе, могут вызвать различные заболевания, включая смертельные. Болезни, передаваемые через занозу или вредных организмов, таких как комары или клещи, могут иметь серьезные последствия для здоровья человека.
Кроме того, природа может быть источником опасности в виде хищников или ядовитых растений, которые могут представлять угрозу для жизни и благополучия людей. Да и наконец, сама природа страдает от антропогенного вмешательства. Безответственная эксплуатация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, уничтожение природных мест обитания и вырубка лесов – все это имеет разрушительное воздействие на природу. Вымирание видов и истощение природных ресурсов и изменение климата становятся все более ощутимыми и актуальными проблемами. Необходимо принимать все более серьезные меры для сохранения природы и привлечения внимания к ее уязвимости. Ну и чё о минусах-то? Можно ведь и о плюсах поговорить. Они ведь тоже есть. Одним из главных плюсов природы – это ее способность приносить нам здоровье и благополучие. Так, например, есть множество научно доказанных фактов о том, что пребывание в природной среде положительно влияет на наше физическое и эмоциональное состояние. Просыпаясь с утра в окружении пения птиц и свежего воздуха, мы получаем заряд энергии и позитивных эмоций на целый день. Природа также обладает целебными свойствами. Травы, лекарственные растения и минеральные источники могут использоваться для лечения различных болезней и укрепления нашего здоровья. Тем более она обеспечивает нас пищей. Земля – наш сад и огород, где растут фрукты, овощи, злаки и другие продукты, необходимые для нашего питания. Богатство разнообразия в природе позволяет нам выбирать самые полезные и вкусные продукты для нашего организма. Кроме того, природа предоставляет нам животных, которые являются источником мяса, молока и других продуктов питания. Природа имеет важное экологическое значение. Она является домом для множества видов животных и растений, которые составляют биоразнообразие нашей планеты. Без природы мы потеряем это разнообразие, которое играет важную роль в экосистемах и способствует сохранению экологического равновесия. Кроме того, природа предоставляет нам чистую воду для питья, воздух для дыхания и почву для выращивания растений. Без природных ресурсов наша жизнь была бы невозможна. Другим важным плюсом природы является ее роль в нашем отдыхе и досуге. Парки, озера, пляжи, горы – все это места, где мы можем побывать, чтобы отдохнуть от повседневных проблем и стрессов. Природа предлагает нам возможность заниматься спортом, гулять, плавать, наслаждаться красотой окружающего ландшафта. Это способствует нашему расслаблению, восстановлению сил и повышению нашего настроения. И наконец, природа является источником вдохновения для многих творческих людей. Она вдохновляет художников, писателей, музыкантов и других творческих личностей на создание произведений искусства. Красота природы отражается в полотнах художников, в словах писателей и музыке композиторов, что делает нашу жизнь более яркой и интересной. А теперь к тайнам природы. Одна из самых удивительных тайн природы является ее способность к саморегуляции и восстановлению. Например, после лесных пожаров или наводнений природа находит способы восстановиться. Растения снова начинают расти, животные возвращаются на свои места обитания, и экосистемы восстанавливаются. Эта способность к самозаживлению природы всегда остается удивительной загадкой для нас. Еще одна тайна природы – это разнообразие и ее красота. От горных вершин до глубин океанов, от жарких пустынь до зеленых лесов, природа предлагает нам удивительные пейзажи и виды. Каждый уголок Земли скрывает в себе свои секреты и уникальные природные явления, такие как водопады, горные хребеты, пещеры, каньоны и многое другое. Разнообразие живых веществ, начиная от микроскопических бактерий и заканчивая могучими слонами или китами, вызывает восхищение и вечное удивление. Тайны природы раскрываются в ее способности создавать удивительные явления и события. Мы видим магические восходы и закаты солнца, грозы с молниями, радуги, лунные затмения, ауроры и многое другое. Эти явления нередко вызывают у нас удивление и восторг, и до сих пор мы не смогли полностью понять все их механизмы и причины. Тайны природы никогда не перестают вдохновлять и удивлять нас. Они показывают, что мир вокруг нас полон неизведанных возможностей и загадок, которые мы еще не смогли. Исследование и понимание этих тайн помогут нам лучше познать и ценить природу, а также сохранить ее для будущих поколений. А теперь давайте я расскажу вам о интересных фактах о природе. Самое большое дерево в мире. Секвойя с отличительным названием Генерал Шерман, его возраст оценивается в примерно 2400-2700 лет, а его высота составляет около 84 метров. Удивительно, что он также является самым массивным живым организмом на планете. Его ствол имеет объем около 1489 кубических метров. В самом сердце Африки есть уникальный водопад под названием Виктория. Со 108 метрами высоты и около 1708 метрами ширины, оно является крупнейшим по ширине водопадом в мире. Его местное название Мосьелонтунья переводится как
курящаяся вода. И это отлично описывает пышность и потрясающую мощь этого природного чуда. Третье – это маятник Кука. Это гигантский водорослевой остров, расположенный в Тихом океане между Японией и Гавайскими островами. Сборник водорослей, остатки планктона и другие органические материалы создали огромную плавающую массу, занимающую площадь около 1,6 миллиона квадратных километров. Этот остров является домом для различных видов животных и растений, а также олицетворяет уникальность и сложность природных процессов. Около 70% всей поверхности Луны покрыты водой. Но знаете ли вы, что только 2,5% этой воды пригодны для потребления человеком? Остальная часть состоит из соленой воды в океанах и морях, а также замороженной в ледниках. Поэтому так важно бережно относиться к ресурсам пресной воды, чтобы сохранить их для будущих поколений. Ну и животный мир изобилует удивительными феноменами. Например, некоторые виды животных, способных изменять свою окраску для маскировки или привлечения партнеров, хамелеоны, крабы-авиаторы и зебры, все они используют этот трюк для своих целей. Тунгусский метеорит, болид, который взорвался в атмосфере над Тунгусской тайгой в июне 1908 года, является самым мощным взрывом в истории. Он оставил след ожога и разрушения в радиусе около 2000 квадратных километров, но при этом не вызвал значительных взрывов, что сделает феномен еще более мощным и удивительным. А близко к Северному полюсу находится крошечный архипелаг Фарерских островов, где люди живут в гармонии с природой. Острова славятся своими красивыми пейзажами, каскадными водопадами, пастбищами для овец и одним из самых длинных туннелей в мире. Это место идеально подходит для отдыха и наслаждения красотой природы. Но в заключение скажу лишь, что природа — это баланс. В нем есть и свои плюсы и минусы. В общем, живем с тем, что имеем. Так что все, ребята, в наших руках. А на этом я говорю бай-бай.